Слава Украине! Привет всем от Полонского. Друзья мои, очень интересный фон для нынешних переговоров в Санкт-Ленинграде. Значит, сегодня некто Песков, знаете такой, да, туалетный ёршик Путина, он заявил, что Путин будет сегодня, по всей видимости, встречаться с Виткофом в Санкт-Петербурге. Больше какой-то информации об этом нет, но я знаю, что Песков в 90% случаев брешет. Кто его знает, может, на этот раз он и не соврал, тут мне очень тяжело говорить. Будем посмотреть. Возможно, что Витков будет встречаться сегодня с Путиным. Тема, я уже рассказывал, это достижение перемирия в Украине. Ну, посмотрим. Американцы хотят достичь перемирия еще в апреле месяце, но мы сейчас прекрасно видим, как это перемирие работает и каким образом, значит, летят по нам и баллистика, по нам летит, да, что только не летит, и шахеды всякие летит на фронте, рашисты пытаются атаковать и т.д. и т.п. Убивают гражданских. Фон мы видим прекрасно, да. Сегодня с утра, я уже говорил, были переговоры между Виткофом и есть там один путинский халуй Дмитриев. Ну, это из Киева, он сбежал в свое время, давно уже. Вот сейчас подвязается там на Москве, на России, и, собственно говоря, является одним из штатных халуев Путина. Вот он проводил переговоры с утра с Виткофом, видимо, без какого-либо успеха, потому что расстались они весьма холодно. Об этом я тоже рассказывал. Ну, а теперь, возможно, будет встреча Виткофа с Пуйлом. Но вот тут очень интересно. Я начал с того, на каком фоне. А фон весьма интересный сегодня. Сегодня эстонский военно-морской флот арестовал очень интересный танкер, называется Кивола. Ну, Кивола-то и Кивола, бог с ним. Но это танкер из теневого флота Путина. Он шел на услугу заполняться там нефтью сырой, рашистской. Вот. И поскольку его статус, его флага был совершенно непонятен, эстонцы его задержали. Но дело в том, что раньше вот эти корабли с флагами фиг знает каких стран, документами других стран, с непонятным судовладельцем и так далее, ну, со свистом проходили через территориальные воды Эстонии дальше, чтобы плыть туда на услугу уже на болота. Вот. А тут задержали. Надо сказать, что это не первое судно этого теневого флота, которое задерживает. Немцы задерживали и конфисковали судно вместе с грузом, потому что там в документах была полная каша. Вот, да, задерживали шведы, но потом, по-моему, отпустили. Теперь вот задержали эстонцы. Ну, действительно, с документами там полный кавардак. Там под каким прапором он только не ходил. Он ходил под прапором Индии, Китая, Эмиратов при этом принадлежал России. Теперь он ходит под флагом Джибути. Но дело в том, что когда открываешь международный регистр, то написано, что флаг фальшивый. Вот так вот. То есть у него фактически нет флага. Непонятно, кому он принадлежит, потому что один судовладелец находится где-то в Китае, другой находится где-то на Маврикии. Флаг левый. Ну вот представьте себе, вот страховка непонятно чья. То есть в документах просто каша-малаша, да? И вопрос, когда вот европейцы, датчане, эстонцы пропускают такую посудину, и, кстати, на 18 лет этому кораблю, он уже такой, не мальчик, учитывая, что он же нефть возит, это же не прогулочный корабль, то он стал уже очень капитально. Представьте себе, такая дура, которая тянет на себе 100 тысяч тонн нефти, просто переламывается пополам где-то у эстонских или датских берегов, или немецких, или еще шведских, там, где угодно. Это ж капец всему Балтийскому морю. Просто капец всему. А отвечать кто будет? Флаг фальшивый, этот самый хозяин судна левый, страховка левая, все левое. Вопрос не в том, что эстонцы это сейчас задержали, а вопрос в том, как они ходили до сих пор, а там все такие. Вот путинский этот теневой флот, он весь из лайна состоит. Лайно и палок. Вот. И почему-то вся Европа вот засунула дружный язык в задницу и предпочитает не замечать старезные танкеры, которые возят, ну, фактически являются бомбой экологической замедленного действия. И ходят мимо их берегов. Никто, все хорошо, никто никуда не смотрит, все замечательно, да? Угу. Вот и я же за это. Ну вот,
Первый раз задержали, ну уже не первый раз, но вот задержали, слава богу, сейчас там проверяют документы, эстонские морские власти находятся на борту этого, так сказать, джибутийского, не пойми чего, судна. Его судьба будет решаться по ходу, что с ним делать, то ли конфисковать, то ли еще что-нибудь. Вот. Но интересно еще раз, это все происходит на фоне того, что начинаются переговоры. А поскольку Витков с Путиным, да, вот сейчас, поскольку вот этот корабль из теневого флота Путина, то действительно это рычаг воздействия на Пуйла такой капитальный, потому что ведь след за этим судном можно задержать и все остальные. Вы же понимаете прекрасно, сколько там вот есть судов, которые занимаются перевозком контрабандной российской нефти, они все, практически все, с левыми документами. И вот это очень интересно. Конечно, тут вот этот момент, когда будут обрезаны рашистам возможности какие-либо зарабатывать деньги, вот это, конечно, очень интересный момент. И да, это может быть каким-то способом давления на Путина. Не знаю, случайно совпало или не случайно, но вот такая вот интересная штука прямо перед началом этих вот самых переговоров. А без этой нефти, без денег от нее, вы сами понимаете, что российский бюджет он просто развалится. Не, они, конечно, могут напечатать 100-500 миллионов рублей, могут и 100-500 миллиардов рублей напечатать, но тогда ценность этого рубля будет ровно такой же, как ценность вот сомалийского доллара или там зимбабвийского доллара и так далее, которые там шли на 7 нулей уже, на 10, на 12, на 15 нулей шли, а купить на них нельзя было булочку в школьной столовой.